Здравствуйте, уважаемые зрители! С карты Genesis вышла новая платная DLC Tides of Fortune, приливы и отливы удачи, в которое входит вот такой милый зверек. Tide Pup. Он может стать для вас одним из самых полезных существ в вашем выживании. И в этом видео вы узнаете, как его приручить и на что он способен, но учтите, что без покупки этого DLC вы не сможете его приручить. Тайдпапы появляются на островах в океаническом биоме, обычно на пляжах или у какого-нибудь водного источника. Они стараются не отходить далеко от него. Давайте же приручим Тайдпапа. Для этого нам потребуется какая-нибудь живка, например, паразавр, которому мы должны нанести урон, чтобы здоровье осталось, примерно чуть меньше 10%. И после этого должен появиться вот такой зеленый эффект. И теперь Тайдпап захочет поспать. Он просто приляжет, заснет и чуток восстановит здоровье вашему вспомогательному динозавру. В таком состоянии мы сможем покормить его обычным кормом. Или кормом получше. Если корма не нашлось, то Тайдпап съест и сырое мясо, а также сырую баранину. Да, и теперь мы повторяем процесс. Также наносим урон нашему паразавру или любому другому существу. И главное, чтобы осталось меньше примерно 10% здоровья. Тогда Тайдпап захочет поспать еще, и мы можем накормить его снова. Все получилось! Приручение оказалось не самым сложным. А чтобы случайно не убить вашего паразавра, наведитесь на него и нажмите H. Тогда робот-компаньон HLNA подсветит его и покажет подробную характеристику. Давайте подберем его, и он сядет на наше плечо. Эта амфибия немного отличается от остальных наплечных зверей. Тем не менее, даже когда он сидит у нас на плече, мы можем поднять любого другого зверя. В этом плане Тайдпап по-своему особен. Мы можем взять Ферокса, и он будет у нас на плече. Это реально круто! Наша амфибия перепрыгивает на другое плечо, чтобы освободить место Фероксу. Тайдпап в обычной своей версии, сидя на плече, дает баф на ускорение восстановления здоровья и снижение потребления кислорода. У Тайдпапа есть процент мутации, при исполнении которого до 100% его можно будет мутировать, но об этом поговорим позже. Если удерживать кнопку R английскую, мы сможем зайти в настройки Тайдпапа, где есть пороги буфера восстановления, которые показывают, насколько низким должны быть здоровье существа, чтобы Тайдпап начал процесс исцеления. Можно поставить значение 50, 100, 150, и до 250. Также эту опцию можно отключить. У нас эта функция включена, и как можно заметить, Тайдпап начал восстановление паразавра. То есть потихоньку он восстанавливает ему здоровье. Проверим, насколько быстро Тайдпап восстановит наше здоровье. Это было настолько быстро, что я не могу даже поверить своим глазам. Правда, у этой способности есть тайм-аут на некоторое время. Пиявки присасываются ко мне, но благодаря способности рассеивания, одна из них просто исчезла. Только посмотрите на это. Тайдпап их с легкостью снимает. Правда, у способности рассеивания есть тайм-аут. И виден он в правом краю экрана. Способность рассеивания плохих эффектов универсальна. Сейчас покажу несколько примеров. Вот, например, сумчатый лев, который обычно накладывает кровотечение. Но, как мы видим, нам на него все равно. Его укус для нас очень слаб. Пироман наносит удары огнем, но первый удар мы отразили, благодаря способности Тайдпапа. Также происходит и с Карнотавром. Он не может наложить на нас эффект перелома костей. Мы находимся под защитой самой крутой амфибии. На оседланных существах, к сожалению, такая способность не прокатит. Тайдпапы умирают не навсегда. Если прирученный Тайдпап умрет, то после него останется что-то вроде яйца, в котором можно будет зайти. Здесь мы увидим Тайдпапа, которого еще можно будет спасти. Тайдпап получает проценты мутации в том случае, когда восстанавливает вам здоровье. Если вы хотите поскорее увеличить эти проценты, то вы можете воспользоваться костром. Просто постойте на нем, и со временем ваш Тайдпап вылечит вас. А затем повторите этот процесс. Или же можно воспользоваться органическим полимером, если у вас больше 500 хп. Например, 510. Отличный вариант. Просто съешьте его, и ваше здоровье будет постепенно восстанавливать Тайдпап. Если Тайдпап достиг 100% мутации, он будет вот так вот необычно светиться, как будто из него молнии выскакивают. Мутирование Тайдпапа при достижении 100% мутации открывает возможность с выбором. Нам предлагают неотеническую стабилизацию или метаморфоз. Выберем сначала неотеническую стабилизацию.
Тем самым мы улучшим Тайдепапа и увидим, что он дает баф на дополнительное восстановление здоровья и снижение потребления кислорода. Давайте проверим разницу между потреблением кислорода у обычного Тайдепапа и улучшенного. С обычным Тайдепапом от бафа уменьшение кислорода на 1 единицу происходит примерно каждые 15-16 секунд. У улучшенного же Тайдепапа такое же время. Разницу я, честно говоря, не заметил. Теперь проверим, может быть все дело во времени восстановления здоровья? Сначала проверим у обычного. Но перед этим включите режим буфера регенерации. Видим, что здоровье также восстанавливается очень быстро, и тайм-аут у буфера регенерации начинается с 30 секунд. За 5 секунд он восстановил мне все здоровье. У улучшенного же Тайдепапа тайм-аут буфера регенерации заметно меньше, уже 20 секунд, и восстановил он мне здоровье тоже за 5 секунд. Видимо, существенная разница лишь во времени тайм-аута регенерации. Теперь сделаем его метаморфоз. Вау! Эта анимация очень необычная. Сначала я видел, он стал яйцом, а затем вылупился из яйца и стал своей обычной версией, только больше. Для такой, казалось бы, амфибии это очень даже потрясные характеристики. То есть очень много хп, выносливости. У нас появилась возможность его оседлать. Седло изучается на 36 уровне. Что же он умеет? На левую кнопку мыши он может укусить. На пробел он неплохо так подпрыгивает. На суше он забавно передвигается. Если мы зажмем правую кнопку мыши, у нас активизируется способность регенеративного застоя, которая, как пишется, предотвращает уменьшение урона менее чем на 25% и преобразует нанесенный урон в исцеление с течением времени. Такую способность можно использовать в бою. А если мы просто нажмем на правую кнопку мыши, то мы активируем регенеративный буфер, который будет хилить Тайдепупа. Восстановление идет постепенно, то есть преобразует полученный урон в исцеление в течение времени. Тайдепуп позволит вам дышать под водой, даже если вы без кислородного баллона. Можно это отчетливо заметить. Он отлично плавает, можно даже эффективно выныривать из воды на сушу. Также с Тайдепупом можно доставать оружие ближнего и дальнего боя. При нажатии на кнопку X Тайдепуп покажет, сколько здоровья в процентах осталось у ваших прирученных существ в виде сердечка над ними. При удерживании кнопки C Тайдепуп уберет любой негативный эффект поблизости у ваших прирученных животных. Например, если вас атаковала, допустим, огненная виверна, или же дракон, или даже Аранео, он эти эффекты все напрочь уберет. Из бафов у него всегда стоит улучшенная регенерация, то есть восстановление здоровья в режиме ожидания, в воде или и в том, и в другом случае. Нажмите кнопку C, и в определенном радиусе Тайдепуп будет восстанавливать здоровье у всех ближайших существ, прям как Диадон. То есть его полноправно можно считать водно-наземным Диадоном с кучей полезных способностей. Подводя итоги, обязательно хочу сказать, что Тайдепуп стоит того. Мне он показался очень полезным и уникальным существом этого дополнения. Напишите в комментариях под этим видео свое мнение касаемо Тайдепупа. Будет интересно почитать. А на этом ролик о приручении Тайдепупа подошел к концу. Всем желаю удачи, мира и добра.